Добро пожаловать в Argentino. ¿Quieren robar o quieren romper las instalaciones? Ojo con lo que decís. Estamos en contra de mi ley, no a favor de mi ley. Ojo con lo que decís. Есть типа какие-то преступные группировки, возможно, но... Esto, el riel, el acero, y borea. Чистишь зубы, и жизнь уже становится лучше. ¿Cómo? А, А дом оказался живой, вон тот. Сейчас как будто идеальный момент. По-моему, нет никого. очень было напряженное ожидание. Ходили путейцы вдоль состава, что-то проверяли, что-то не получалось отправить поезд никак. Но наконец-то мы на составе. Мы оседлали этого скакуна. Ты рад, что мы едем, бродяга? Я очень рад. Я уже думал, что не получится уехать. Но у нас получилось. Большой очень город, да? Мы уже едем минут 15, а он никак не заканчивается. Ну да, это столица штата, наверное, хотя я не знаю точно. А, не, столица. Возможно, один из крупнейших городов после Буэнос-Айреса здесь. Мне кажется, это самая теплая ночь, когда я катался на поезде. То есть я сижу в майке, сейчас 3 часа ночи, и мне все жарко даже. Сейчас 25 где-то градусов, наверное. И даже она сильно не опустится. Может быть, будет 24, там 23 под утро. Но ветер, конечно, прямо облегчение. Мы там еще сидели в этой конуре, пока прятались, я весь просто вспотел насквозь. Не знаю. Вот так мы провели ночь. Сделали себе такие кровати из картонок двойные. И просто ехали, спали, кайфовали. Я накрылся вот спальником. И вот так это выглядит, вот вагон. Вот так, типа, 2 отсека. Тут, в принципе, еще 2 человек можно было бы положить. Но одного точно. И было бы с комфортом с таким. И мне больше всего понравилось, что когда вот ты так лежишь, вот так просто открываешь глаза, и у тебя там звезды. Сейчас луна, кстати, посмотри. Хорошо, что я взял спальник, потому что реально можно было бы замерзнуть ночью. Мне казалось, я вообще типа не сплю, только так типа дремлю и даже особо там глаза ненадолго просто закрываю, но все время там думаю о чем-то. Но в итоге, ну, это неправда. В итоге я поспал. Бывает сложно проснуться, но сегодня, кстати, как-то получилось более легко, чем обычно. До следующей станции смены бригад нам ехать где-то час. И сегодняшняя проблема сегодняшнего дня, что станет очень-очень жарко. 39 градусов, причем уже в 11 утра будет плюс 35. А сейчас 8 утра. Ну, то есть мы вот приедем через там полчаса или сколько, и у нас совсем мало времени, чтобы как-то что-то придумать, как спастись от этой жары. Мы правильно сделали, что купили его. Ты завтракаешь? Получается, что это завтрак. Это знаешь что? Это завтрак в постели. Да, это завтрак в постели, просто шикарный. Просто посмотрите, какая двухспальная кровать. Это первое место на двуспальной кровати, это второе место на двуспальной кровати. Это кайф. Просто кайф. Всех с добрым утром. А тебе официант принес завтрак? Совсем. А что ты ее снял? А так более насыщенно и сочно получается. Так слишком много хлеба, а так меньше хлеба и больше вкуса начинки. Получается, здесь такой трафик, что растения сильнее, чем строение. Ну да. А вот здесь, это что такое?
всего на этом поезде мы едем уже часов 6-7. Срочно что-то решать, пока жара не наступила. Причем я, мало представляю вариантов вообще. Ну, если ехать дальше, то надо дохуя воды. Если мы решим остаться на поезде, надо очень много воды. Да, но это нужно сейчас прямо решать уже. Ну, надо слезть и решить, да. Или не слезать, например, а мне бежать за водой. Ну, нужно как минимум 5-7 литров. По моему опыту, путешествие через Сонору, у нас вообще было 10 литров воды. Ну, наверное, 5-7 нам нормально будет. У тебя же что-то есть? Ну, 2 у меня есть еще. Если еще одну баклажку купить, то, думаю, нормально будет. Короче, без воды нельзя продолжать этот путь. Это типа 100%. Тюрьма, походу, какая-то. Мы за забором с этой стороны. Стой, нет забора, есть детская площадка. Значит, в сторону, где нет забора, пойдем. Тут встречный поезд стоит. Встречный? Назад хочешь поехать? Нет. Он под локомотивом? Да. Он прямо очень сильно под локомотивом. Сейчас ты увидишь. Мы сейчас прямо напротив него остановимся. Смотри, локомотив с решетками. Что, давай сходим? Давай. Да, рабочий, да. Давай, еще мы успеем слезть, пока он не пришел, но он нас увидит, я думаю. ¿Sabe cuándo ese tren va más para el sur? Quedó cancelado. Se canceló, se postergó. Queda acá. ¿Sí? Por temperatura de la vía. Esto, el riel, el Ajá. acero, se vivorea. Por la temperatura se vivorea. Cuando viene el tren que viene pisando, ¿entendés? Viene con fuerza, Ujú. esto, porque está cargado, entonces va, como que va debilitando el riel, ¿me entendés? Es peligroso. Y sí, Sí. se decarrila. А ты думаешь, это какая-то фишка именно узкоколейки? Я думаю, что это, возможно, с узколейкой более, жесткие нормативы вот эти, в которые должен вписываться поезд, чтобы все безопасно было. Ну, я так скажу, собаки чуть тревожно выглядят, хотя хвостами они машут. Это те, которые с ними ходили. Сейчас они еще выйдут, и будет нормально, я думаю. Лежанки из шин, смотри. Класс. И там вода стоит у собаки. Илья, там раковина. Умыться типа можно? Да, как думаешь, надо спрашивать об этом или просто я зайду? Да вроде не надо. Здесь в Сан-Франциско такая станция, очень старая, потертая, очень красивые старые знаки. В общем, какой-то такой очень крутой вайб, раритетный здесь. Мне очень-очень заходит. Чувствуешь себя как будто бы, лет 100 назад. No, todo bien, gracias. Tenemos poquito. Здесь очень приветливый железнодорожник, он нам поставил такие стульчики, вот здесь его офис. Не то, что в Кордобе, да, охрана в нас пистолетом размахивала, целилась. А тут, вообще такой контраст, маленький городишко, люди себя ведут по-другому. Сегодня такая адская жара, что поезда никуда не едут, потому что железная дорога перегревается, то есть офигеть, но здесь движение поездов зависит в том числе, от температуры, да, от погоды, от того, что перегреваются рельсы. Чтобы переждать жару, мы заселились с Ильей вот в такой вот отель небольшой, тут охладились, пробыли здесь в целом, наверное, часов 7-8, и сейчас идем на станцию, наш поезд там все еще стоит, потому что, ему нельзя ездить днем, сейчас как раз таки вечер, пути должны были охладиться, и он может продолжить путь, поэтому будем пробовать зачисляться. Погнали, будем поезд ловить. Бродяга. Знаешь, как не хочется, Представляю, конечно, знаю. Ой, это такая мягкая. Кстати, носочки не забудь, у тебя там на шкафу лежат белые. Ладно, я вырубаю спасительную машину.
Лежу прямо напротив состава, ждем, когда он поедет дальше. По идее, скоро должен. Мы услышим, как накачивают тормозную магистраль, скорее всего. Ну или какие-то подготовительные будут вестись действия, работы. Ты думаешь, мы тут можем похавать? Думаю, да. Оля? Все, нам нужны большие, да, наверное, гамбургеры. Ну я гамбургер, но я небольшой наоборот возьму, а поменьше. Ok, por favor, una hamburguesa grande y una pequeña. Bueno, ¿Y no hay un supermercado cerca para comprar algo para tomar? cerca de acá. No. No, ok. Va, de esa esquina. Esta esquina. De esa esquina 3 cuadras Ajá. y media para allá. Al frente de una escuela hay una. Ага. Никогда не ел еще горячий бургер на поезде вот так. Думаешь, это отправление или он нас просто протягивает? Я не знаю, но протягивает в любом случае прямо перед отправлением. А надо ли яйца им щекотать, Илья? Думаю, да. Сейчас пощекочем им яички. Пощекотали яйца полиции, Илья. Охуенно. Походу всю ночь будем ехать. Где-то скорость наша километров 35-40 в час. Длинная кровать очень получается. Ну это люкс, Илья. А это подуха у меня. Подушка, покажи подушку. Отлично, изобретательная подушка. И все, вот так буду спать здесь. Или кайфовать, смотреть на звезды. Наша дружба прогрессирует? Наверное. Я думаю, да, скорее всего. У нас уже на двоих одна двуспальная кровать. Каждое утро на товарнике должно начинаться с таких маленьких ритуалов. Чистишь зубы, и жизнь уже становится лучше. Важно не пропускать каждодневную рутину. Вот-вот доедем до Розарио, нашей финальной точки этого путешествия. Но поезд плетется просто 10 километров в час. Поэтому мы так уже едем несколько часов. Хотя, кажется, город вот он уже близко, да? Совсем чуть-чуть осталось. Стартанули в 10:30, а сейчас уже 9 утра. Мы уже едем почти 12 часов. И вообще непонятно такими темпами, когда мы приедем в Росарио, хотя до него уже типа 30 километров, кажется, да, или сколько там, 40. Короче, это может быть еще 3 часа мы будем ехать, если вот так все продлится, или мы где-нибудь еще встанем. Это горы битого стекла. Особо не видно, но это все горы битого стекла. Оно блестит прямо. Бля, там какие-то стрёмные типы. А здесь сейчас будет ровная площадка. Что там у тебя? Стрёмные типы. От них хочешь спрятаться? Блять, не знаю, что делать, как мы будем со станции выходить. Ну вот тут можно ровная площадка. Мы все равно с ними встретимся. Посмотри, в какой мы район заехали. Я вижу. Но быстро и уверенно выходим. Я не успел зайти никуда. На мост тогда будем выходить, я думаю. Ну да. Си, vamos a bajar. Она не была настроена, как будто мы все правильно делаем. Там еще челики стоят, охрана. Вот здесь можно выйти, по-моему, будет сейчас. Да, столбики, смотри. Si viajamos en el tren porque
pedimos un dedo, no encontramos nadie y decidimos subir a un tren para viajar hasta acá. ¿Y a dónde tienen que ir ahora? Ahora en Buenos Aires. ¿A Buenos Aires? Sí. ¿Y ahora a dónde iban? Digamos, ahora que... Ahora terminal de autobuses. terminal. Sí. No va a salir por la TV porque saben por acá no van a dejar. Sí. Vamos, lo acompaño por allá porque acá es medio complicado, ¿viste? Para Sí. este lado. Te Vamos, van lo a... acompaño. Ok, gracias. Vamos por allá, mira. Думаешь, это правда? Aquí es peligroso? Sí. Или нас хотят оформить просто так? Не знаю. ¿Sabes por qué el ferrocarril acá en Argentina es semi-abandonada? Por lo general es todo político y han dejado mucho, así por decirlo, de forma nuestra, como que lo han dejado tirado. Entonces no hay tanto movimiento porque han dejado caer lo que son locomotoras, vagones, todas esas cosas no las han reparado, entonces no tienen con qué moverlo, digamos. Все оказалось именно так, как казалось, ну, по поверхности, как он говорил, то есть без подвоха какого-то. Он просто нас вывел в более безопасное место со станции. Знаешь, в чем прикол? Я из-за того, что взаимодействие с ментами в России, все чувствую подвох, что нас сейчас где-то, ну, типа, обманут, что он нам сказал, пройдемте со мной, типа, это просто что-то с чем-то. Я, конечно, сошел там, типа, 5 км в час поезд ехал, я даже мог бы на более большей скорости сойти. Это, блин, просто очень-очень круто. Ну, типа, я очень рад, что, ну, у меня получилось. Hola. ¿Y ustedes son maquinistas? Sí, gracias por el ride. ¿Ustedes venían atrás? Sí, en un вагон. Sí, gracias. Всегда вот так вот хотел, типа, сказать спасибо машинистам, что нас довезли. Ну вот и сказали. Наверное, это один из первых разов, когда мы это сделали, может, еще когда-то делали. да. Но круто, что он объяснил, да, потому что ночью поезд останавливался много раз и туда-сюда ездил много раз. Я там час, потом задом сдавал медленно как-то с тормозами, ну видишь? И мы думали, что какая-то фигня произошла, но вот нам машинисты только что объяснили, что не мог локомотив заехать на подъем небольшой, они, в общем, отъезжали Он назад. перегревался, и поэтому им нужно было отъехать назад, взять разгон и еще постоять, песок чтобы он еще остыл, они и сыпали. песок они сыпали, да, на пути, чтобы заехать. Есть теперь ощущение законченности такой трипа, что мы, типа, знаешь, приехали сюда, что мы вышли со станции, ну, уже все спокойно, и мы еще спасибо машинистам сказали, и еще даже узнали то, что до сих пор, ну, вот мы сейчас ехали уже под утро, я уже понимал, что все окей, но все равно мне было интересно узнать. О, это наш Uber. Отлично, он приехал вовремя. Да, я тоже чувствую как бы такую законченность. Полиция проехала. Но это те же чуваки, возможно? А нет, это, знаешь, уже обычные. Городская. Disculpe. ¿Eres de acá? Sí, De ¿Y Rosario? Sí, de Rosario. esta zona está segura o no, no? no, eso lo que tenés ahí es mucho, tenés que esconderlo. Ujú. Pueden robarme. No, esta zona es terrible. Mira, ¿y tú no tienes miedo a manejar acá? No, de día no, de noche no vengas nunca por acá. Пытаемся поймать машину. Сегодня очень-очень жарко. Не знаю, 35 градусов. Так еще есть. Не знаю, зачем мы это делаем. Но, в общем, надо добраться до Буэнос-Айреса. Билетов на автобус не было, все раскупили. Короче, немного смешно смотреть, как мужики в обмундировании очень жестком переговариваются по рациям, там что-то волнуется и пытаются предпринимать действия. Кстати, стекло разбили, ну пиздец начался, серьезно. Очень жесткая тема, очень жесткое противостояние, ну как они... А? Ojo con lo que decís, nosotros estamos acá por una protesta. Ага. Bueno, ojo con lo que vos estás traduciendo ahí. Ojo, Ok. acá nos reunimos todas para por una propuesta para que se vaya ese hijo de puta que es un fascista. Ojo con lo que decís. Estamos en contra de mi ley, no a favor de mi ley. Ojo con lo que decís.
Короче, и поэтому... Короче, да, в общем, люди протестуют, кричат «Афуэра», типа «Проваливай, президент, проваливай, президент». Основной лозунг «Афуэра». Так проводят время после протестов, просто играют на музыкальных инструментах. И, блин, все собираются в кругу в таком и танцуют, блин, просто офигенно. Целый проспект танцует, то есть отсюда, там до Дворца Президента, просто локальными тусовками, у каждого свой музыкант танцуют. У кого-то колонка, просто на колонке слушает. Кто-то играет живую музыку, я такого никогда не видел. Это очень круто, это очень круто. В Мексике такого не было. Это какая-то штука здесь, в Аргентине, может еще в других странах в Южной Америке, но это просто класс.